Привет, зритель! Ты на канале Red Hyena. Меня зовут Алла, и это бонусное видео к главе 2.2. В этом видео я рассмотрю фигурки ключевых персонажей из предыдущего видео, которое ты можешь посмотреть по подсказке или заглянув в описание. В этом видео тебя ждут Ирвин Аджуле Попо Кариму и Крис Старс. Приятного просмотра! Фигурка номер 7. Рикардо Ирвин. Оригинальное произношение Рикардо Ирвин. Самый таинственный и неоднозначный персонаж в игре. Несмотря на скудное экранное время, мистер Ирвин обзавелся довольно активной и ламповой армией фанатов. Стоит ли благодарить за это актера, принявшего участие в озвучке и motion capture Ирвина, Алана Гровза? Вопрос открытый. Однако люди до сих пор продолжают благодарить Алана за эту роль. К сожалению, в основной игре Ирвин почти не раскрыт. Нам пытаются забросить какие-то намеки и отсылки, чтобы заинтересовать нас и направить к другим источникам, которые более детально раскрывают его. Но при беглом прохождении внимания на эти намеки и отсылки мы не обращаем. Да и в источниках, на которые нас отсылают, информацию о Рикардо приходится собирать по крупицам, что, конечно же, не очень располагает к более детальному изучению таинственной личности Рикардо. Специально для тебя, зритель, я собрала всю доступную информацию на мистера Ирвина тут, в этом видео. Рикардо Ирвин, также известный как торговец смертью, был американским торговцем биологического оружия на черном рынке, который смог завоевать мировое признание после паники в Террагризии. Считающийся крупной шишкой, Ирвин продолжал вести дела на черном рынке, несмотря на то, что стал директором нефтяного месторождения недалеко от Киджуджу, принадлежащего африканскому подразделению разработки полезных ископаемых Трайсел. Ирвин подозревался в незаконных операциях на черном рынке в течение некоторого времени аналитиками BSAA. BSAA подозревает Ирвина в том, что он присутствовал в Ракун-Сити во время инцидента в 1998 году, хотя прямых доказательств его преступным намерениям нет, только информация о въезде человека с таким же именем и похожим описанием внешности в Ракун-Сити после объявления карантина и эвакуации из города. Крупная деятельность Ирвина на черном рынке биологического оружия началась, по крайней мере, с середины 2000-х годов. В этот период он стал старшим партнером в исследованиях тайного биологического оружия Трайсел под руководством генерального директора африканского подразделения Трайсел Икселы Джиони. Насколько давно знакомы эти двое и как познакомились, неизвестно. Также мистер Ирвин, судя по данным, состоял в деловых отношениях с доктором Альбертом Вескером, с которым он был знаком через Эйду Вонг, с которой он предположительно познакомился в Ракун-Сити. По неподтвержденным данным BSAA, он продавал биологическое оружие подпольным военизированным группировкам по всему миру, а прибыль реинвестировал в разработку биологического оружия. Его обширные деловые связи и дела в рамках закона дали ему возможность спокойно путешествовать по всему миру на случай расследований относительно его незаконной деятельности. Благодаря тому, что его связь с подразделением Трайсел Pharmaceuticals держалась в строжайшей тайне, BSAA совершила ошибку, решив, что связь Ирвина с корпорацией была случайной. В 2006 году с мистером Ирвином связался некий Патрик, являющийся дворецким генерального директора Umbrella Озвелла Эрла Спенсера. Лорд Спенсер был близок к смерти и попросил о встрече с доктором Вескером. Зная, что Ирвин имел дела с Эйдой Вонг, которая могла передать приглашение Вескеру, Патрик незамедлительно вышел на связь с Рикардо. То ли благодаря долгому и доброму сотрудничеству,
то ли благодаря признанию талантов мистера Ирвина по заработку денег. Иксела Джиони отдала приказ отреставрировать старый заброшенный завод по добыче нефти, чтобы обеспечить Ирвину прикрытие и возможность отмыва грязных денег. Очевидно, предложение от Икселы, подкрепленное долгим сотрудничеством до этого, заинтересовало Рикардо, и уже в начале весны 2008 года он прибывает в политически нестабильный регион Киджуджу в Западной Африке. Он незамедлительно начал вести свои незаконные дела в регионе, используя нестабильную политическую ситуацию для продажи своих BOW. В качестве полигона для испытаний он использовал Ндипию, поселение, находящееся глубоко в местных лесах, недалеко от его завода, для испытаний плаги типа 3, а также трущобы Киджуджу для испытаний плаги типа 2, созданных учеными Крайсел под чутким руководством самого Ирвина. Из образцов плаги, добытой доктором Вескером в 2004 году в изолированной испанской деревушке. В субботу 5 апреля 2008 года Рикардо прибыл в Ндипию для испытаний плаги типа 3. Воспоминания об этом запечатлены в самой игре в конце главы 3.1. В декабре 2008 года Ирвин начал тесное деловое сотрудничество с киджуджуйскими националистами, желающими устроить переворот в Киджуджу и сместить старое проамериканское правительство, допустившее трагедию на заводе Umbrella много лет назад. Рикардо предоставил им новые улучшенные образцы плага типа 2. BSAA обратила внимание на рост насилия в Киджуджу благодаря блогу Адама, на который, очевидно, был подписан кто-то из BSAA. Не Крис Редфилд ли это был? Тот самый Крис, который начал свое расследование относительно Ирвина задолго до того, как BSAA обратили внимание на персону Рикардо. В четверг, 19 февраля 2009 года, Рейнард Фишер, о котором я рассказывала в одном из своих предыдущих видео, сфотографировал Ирвина на частной встрече с солдатами. BSAA провели расследование, в ходе которого они отследили перелеты Ирвина, в том числе и под его псевдонимами, и выяснили, что он довольно часто покидал территорию Соединенных Штатов, прибывал в страну назначения и быстро покидал ее незадолго до возникновения биологической угрозы в стране назначения. Его присутствие в Киджуджу подтвердило их подозрения, и старшее должностное лицо BSAA SOA Крис Редфилд приказал провести более тщательное расследование, вследствие которого было установлено, что следующая сделка Ирвина с участием BOW в ней ожидается на 5 марта с неким американским покупателем. Также BSAA подозревали, что у Ирвина в Киджуджу есть некий неустановленный бизнес-партнер, сопровождающий его на сделках, предположительно американец. Благодаря своим шпионам в рядах BSAA, в число которых входила мисс Сузуки, Рикардо узнал о предстоящей операции по его задержанию и принес сделку в свое тайное убежище в карьере. Будучи достаточно самоуверенным, Рикардо принимает решение навестить первоначальное место встречи в самый разгар операции по его поимке, чтобы продемонстрировать агентам BSAA Уроборос и заставить их поволноваться. И пока его спутница Леди Ворона инфицировала случайного человека вирусом Уроборос, Рикардо оставляет данные о новом месте сделки, после чего он наблюдает за актом передачи Харда с данными и проверяет по камерам, выживут ли агенты или нет. После чего говорит Леди Вороне вести его к новому месту сделки и отменяет сделку по пути. По прибытию Ирвин отправляет Леди Ворону погулять, пока он дожидается агентов, заботливо оставив для них открытыми документы, в которых говорится о его заводе и заражении на местных болотах.
а также записку, где сказано, как одолеть Попо Кариму. Очень подозрительно. Дальнейшая информация является спойлерами к моему прохождению, поэтому здесь я остановлюсь и зачитаю тебе оригиналы переведенных файлов, на основе которых и был создан текст выше. Ирвин – высокомерный мужчинка, продавший душу во имя любви. Любви к деньгам. По совместительству он является директором нефтяных месторождений африканского подразделения Трайсел и дилером BOW на черном рынке. Прибыль, которую он зарабатывает, идет на разработку новых BOW, демонстрации BOW, которые он проводит для клиентов, а также служит экспериментом с боевым потенциалом BOW. Связь между его действиями и действиями африканского подразделения Трайсел держится в строжайшей тайне. Ирвин не имеет никакого отношения к фармацевтическому отделению, спонсирующему BSA, и его связь с их подразделением по разработке ресурсов также засекречена. В результате этого, даже когда BSA оформили свой план по его задержанию, название Трайсел так и не всплыло. К нему относились как к отдельному гражданскому, действующему незаконно в одиночку. В течение 2-3 дней не было прогресса, но ожидание того стоило. Рэй прислал мне фотографию, на которой отражен некий мужчина. Рикардо Ирвин. Кажется, он считает себя бизнесменом, но на самом деле он всего лишь дилер BOW, более известный как торговец смертью. Если его засекли в автономной зоне Киджуджу, можно сказать, что сильно запахло биотерроризмом в этом месте. И при дальнейшем исследовании я обнаружил кое-что интересное. Глядя на записи о въезде и выезде из страны перед инцидентом, за которым мы следим, Ирвин въехал в страну, а после инцидента он покинул Америку. Конечно, нет никаких конкретных доказательств, потому что он использовал поддельное удостоверение личности при въезде в страну. Однако во всех запротоколированных материалах дел отделений BSA и иммиграционных записях отмечается, что Ирвин в прошлом имел дело с BOW и биотерроризмом, с BOW-уклоном. Более того, если вы проанализируете внешние данные, которые удалось записать, то поймете, что нет никакой ошибки. Это точно он. Ирвин всплыл в самом конце расследуемого события. И это если не брать в расчет, что его и так подозревали в причастности к этому делу. Нет никаких сомнений, что каждое из событий связано одной нитью. А пока продолжим держать связь с агентом, ведущим это дело. Я передал Крису Редфилду информацию о Рикардо Ирвине. Он один из немногих агентов BSA, кто имеет право доступа 10 уровня. По его собственному усмотрению, он может даже проводить расследования за пределами филиалов. Мне кажется, что он может получить некоторую информацию, недоступную другим агентам. Информация поступает от Амади из западноафриканского отделения. Она, кажется, хочет поймать Ирвина больше всех из-за его дел с BOW. Для этого нам нужно получить информацию о том, когда и где он совершал свои транзакции в Киджуджу. Рэй, похоже, активно пытается собрать информацию. Но, к сожалению, результаты не так хороши, как ему хотелось бы. В такие моменты я ненавижу позицию информационного аналитика, который не проявляет себя на сцене, в то время как мистер BSA Крис Редфилд возьмет все на себя. И все, кто успел, тот и съел. Однако это неотложная ситуация. Если вы посмотрите на блог Адама,
то вы сразу поймете всю серьезность ситуации. Нет доказательств. Но это не бунт или радикальное этническое движение. Ирвин, он тот самый. Он ключ к этой ситуации. Если вы имеете представление о его намерениях, то ответ придет сам собой. Вирус прислал некто неизвестный. Из-за этого я вчера не работал. Спасибо МД из Бюро технических исследований, что помог избавиться от вируса. Однако вопрос в том, кто его отправил. Источник не может быть идентифицирован даже с учетом навыков МД. Нет никаких следов несанкционированного вторжения извне. Это означает, что сообщение было отправлено изнутри BSA, и содержание этого сообщения было только информация об Ирвине. Другими словами, нам нужна информация об Ирвине, поэтому мы обязательно заразимся этим вирусом. Значит, тот, кто это отправил, знал? Но кто бы это мог быть? Я разговаривал только с Крисом Редфилдом из северноамериканского филиала по поводу Ирвина. Но вряд ли он так поступил бы. Означает ли это, что внутри BSA есть люди, которые не хотят, чтобы вопрос об Ирвине поднимался? Поздно вечером Крис Редфилд принес новую информацию. Сделка Рикардо Ирвина планируется на 5 марта в автономной зоне Киджуджу, а его деловой партнер тоже американец. Филиал в Западной Африке запросил одиночную операцию, так как этот деловой партнер американец, Ирвин также может быть замешан в этом. Это информация, которую получил мистер Редфилд. И прежде всего, он очень хочет принять участие в операции. Операция будет совместной для филиалов в Северной Америке и в Западной Африке. В таких случаях у первых 11 все же остается решающий голос. Тем не менее, планирование и выполнение базовой стратегии будет осуществляться западноафриканским филиалом. Мистер Редфилд будет участвовать в операции только в качестве наблюдателя. Он, похоже, дал на это согласие. Я буду отвечать за анализ информации, полученной от филиала в Западной Африке, и за ее передачу мистеру Редфилду. Что ж, поехали! А я буду занят. Со вчерашнего дня я больше не могу связаться с мисс Сузуки из SOA. Не говорите мне, что вы передали информацию не тому человеку. Я не хочу этого признавать, но это Strike 3. А теперь немного о том, кто такая вообще эта мисс Сузуки. Сузуки М. Она же мисс Сузуки. Шпионка Трайсел, внедренная в BSA. В начале 2009 года ей был дан приказ вмешаться в расследование BSA в отношении Киджуджу. Планировалось саботировать арест Рикардо Ирвина уже во время самой операции. Однако этот план был сорван из-за ее относительно скудного опыта в рядах BSA. Она считалась неподготовленной, и ей было отказано в ее просьбе отправиться на задание вместе с Крисом Редфилдом. Тем не менее, ей удалось посеять путаницу и не позволить местным аналитикам получить критически важную информацию о Маджине. Сузуки отправила ряд сообщений через канал BSA своему коллеге Райану, и они были записаны на его рабочий стол. Когда ее прикрытие вот-вот должно было лопнуть, она решила убить его перед тем, как покинуть ряды BSA. На данный момент числится среди живых. А тут все данные, которыми располагали BSA относительно Ирвина.
Возраст неизвестен. Принадлежность – африканское отделение Трайсел, отдел разработки полезных ископаемых. Его личность отличается надменностью и высокомерием. Он склонен вести крайне жесткие переговоры. Он возвел деньги в настоящий культ. Поначалу может сложиться впечатление, что он директор местного нефтяного месторождения, принадлежащего отделу разработки полезных ископаемых африканского отделения Трайсел. На деле же он оказался торговцем смертью, который поставляет биоорганическое оружие BOWs на черный рынок. Однако нет никаких доказательств, что Трайсел занимается разработкой BOW. И поскольку он работает в отделе разработки полезных ископаемых, а не в фармацевтическом отделе, торговля BOW считается его личным деликтом. Более того, он был одним из участников трагедии в Ракун-Сити в 1998 году. Данные о его пребывании в городе не подтверждены официально, но это трудно подтвердить, только потому, что большинство записей было потеряно. Глядя на эту схему, мы можем видеть, что хоть официально Ирвин и относился к подконтрольному Excel подразделению Трайсел, но приказов она ему никаких не отдавала, что значит, что он действительно действовал на территории автономной республики Киджуджу самостоятельно. Следовательно, их деловые отношения с Excel можно охарактеризовать как аффилиатные. С воспоминаниями Патрика, записками деревенского дурачка и записями самого Ирвина, которые мы находим по мере прохождения, ты можешь ознакомиться, посмотрев мое прохождение Resident Evil 5. Я прохожу его, кстати, на профи. Мистер Ирвин, вы где-то обронили свой кейс с золотом. Скорее бегите, ищите его, пока Крис до него не добрался. Фигурка номер 36. Аджуле. В Северной Африке существует легенда о криптидных собачках, именуемых Аджуле. Легенды и мифы об этих милых и крайне необычных песиках разнятся. Из того, что я поняла, копаясь в этих мифах, так это то, что эти собачки не совсем собаки. Это духи, которые всего лишь принимают форму собак. Зачем? Возможно, потому что многие люди любят песиков и доверяют им. Чем питается эта диковинная зверушка, также неизвестно. Нужно ли вообще духом питаться? Вроде бы Аджуле не едят других животных и людей, только напускают на них морок, чтобы выиграть время на побег. Чем же являются местные Аджуле? Это обычные местные собаки, зараженные паразитом Лас-Плагас и кошмарящие местное население. Вот что пишет об этих собачках Archives. Эти монстры появляются, когда плага проникает в большую собаку. Жестокие дикие создания, их едва ли можно назвать лучшими друзьями человека. Внешне они напоминают обычных собак, но были подтверждены случаи, когда их головы раскалывались, открывая саму плагу. Зараженные плагой существа несут некоторые черты своего первоначального вида. В случае с собаками они сохраняют свою ловкость и способность яростно сражаться в качестве жестких сторожей. Фу, плохая Аджуле. Фигурка номер 40. Красавица Попокариму. В переводе с суахили Попокариму означает «щедрая летучая мышь». Всего этих малышек, если верить файлам, было создано 3. Мы за игру встречаем 2. Куда делась 3-я, неизвестно. Возможно, мистер Ирвин уже успел продать одну кроху до нашего прихода. Вот что пишут в Archives о ней.
Трайсел создал это существо, имплантировав плагу в летучую мышь, надеясь создать BOW, которое было бы эффективно как в воздухе, так и на суше. На суахили «попо» означает «летучая мышь», а «кариму» означает «щедрый». Гибкий хвост существа – это само тело плаги, покрытое прочным, устойчивым к огнестрельному оружию панцирем. Мягкая внутренняя часть хвоста уязвима, но даже на земле этого достаточно, чтобы спрятать его от потенциальных нападающих. Для собственной атаки она использует блестящие когти на концах своих 4 конечностей, а также удары собственным телом. Она также может стрелять липкой субстанцией из своего хвоста, чтобы связывать свою добычу. Способность Попо-Кариму быстро переключаться с земли на бегство делает ее действительно опасным врагом. Прощай, малышка. Фигурка номер 43. Крис Старс. Крис начал свою военную карьеру в ВВС США. Из-за его бескомпромиссности, нахальства и взбалмошного характера он нередко получал дисциплинарные взыскания. Несмотря на это, удивительные таланты Криса не остались незамеченными. Превосходный пилот и меткий стрелок, Крис получил много наград и поощрений. Однако недисциплинированность и сложный характер Криса привели его к прямому конфликту с вышестоящими офицерами. Не в силах уладить возникшие разногласия, Крис уволился из ВВС. После увольнения на Криса вышел Берри Бертон, занимающийся в то время рекрутингом в отряд спецназначения Старс. Берри обратил внимание на Криса не только благодаря его удивительной меткости, но и из-за его квалификации пилота вертолета. Вступив в Старс, Крис обрел близких друзей в лице новой команды. Преисполненный уважением к капитану его отряда Альберту Вескеру, не отстающего в дружелюбии от остальных членов команды, Крис очень быстро нашел со своим новым руководителем общий язык. Крис сблизился со всеми членами Старс, но особенно крепкую дружбу он завел с оптимистичным Берри и трудолюбивой Джилл, которые сидели за соседствующими с ним столами. «Руки прочь, у Джилл есть парень!» Казалось, он наконец нашел себя и обрел счастье. Но судьба уготовила ему иную участь. В июле 1998 года жизнь Криса разделилась на «до» и «после». Группа Браво отряда Старс, отправленная расследовать исчезновение людей в Арклейских горах недалеко от Ракун-Сити, внезапно исчезла из эфира. На место происшествия выслали группу Альфа. Вскоре после приземления бойцы были атакованы странными собаками BOW, Цербер, и попытались скрыться в особняке неподалеку. На самом деле в особняке находился Арклейский исследовательский центр Umbrella. Здесь разрабатывалось биологическое оружие и проводились бесчисленные противозаконные эксперименты. В особняке Крис столкнулся с множеством BOW, прежде чем оказался за решеткой, пока его комрад Джилл Валентайн не вытащила его из заточения. Кто бы вы думали посадил Криса в тюрячку? Его хоуми, капитан Вескер. Этот засранец оказался предателем. А еще Вескер настучал по голове Джилл из-за того, что та назвала его Тайронта уродливым. Крис, объединившись с Джилл, Берри и Ребеккой, смог противостоять уродливому Тайронту и отправить Вескера спать с ним. Однако, несмотря на вроде бы хороший финал, Крис так и не смог оправиться от потери своих близких друзей.
и предательство своего дорогого капитана. По возвращению из Арклея Крис становится одержим поисками виноватых, пугая весь РПД и выставляя оставшихся в живых членов Старс посмешищем. Вот что пишет Джилл о поведении Криса в то время. 13 августа. Крис в последнее время доставляет много неприятностей. Что с ним? Он редко разговаривает с другими полицейскими и вечно раздражен. На днях он ударил Элрона из отделения по борьбе с детской преступностью только из-за того, что тот случайно забрызгал лицо Криса кофе. Я немедленно остановила Криса, но когда он увидел меня, то просто подмигнул мне и ушел. Понятия не имею, что с ним. Позже Крис поделился плодами своих поисков с Берри и Джилл, после чего уехал в Европу, чтобы найти больше доказательств для выведения Umbrella на чистую воду. Удачи в расследовании, Крис! Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже любишь персонажей Трикстеров. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Спасибо за просмотр и веселого прохождения!